Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим о снабжении воздушным транспортом аэродромов на сервере Frontline в игре Ил-2 Штурмовик Великие Сражения. С чего вам стоит начать? В первую очередь вам нужно зайти на сайт il2-fl.ru. Вы зайдете на главную страничку нашего проекта. Далее нажимаем кнопочку «Карта». После нажатия на эту кнопочку вы переходите на тактическую интерактивную карту, на которой отражаются все действия игроков на данный момент, которые происходят у нас на сервере. И по этой карте можно анализировать ход войны и принимать какие-либо решения. Но сегодня мы остановимся только на снабжении аэродромов самолетами. Что нам для этого потребуется на интерактивной карте? Нам всего лишь потребуется нажать на любой из значков аэродромов. Выглядят они вот таким вот образом. Вот красные, вот синие. При нажатии на значок аэродрома у нас высвечивается окошко, в котором отображается сторона принадлежности аэродрома, название аэродрома и сколько ресурсов содержит данный аэродром в килограммах. Именно в килограммах. ГСМ это горючие смазочные материалы, топливо. БК это боекомплект, бомбы, патроны для пулеметов, для пушек, ракеты и так далее. Провизия это все то, что не входит в боекомплект и топливо. То есть это сам самолет, это к нему запчасти, моторы и так далее. Далее что нам нужно? Анализируя карту, мы можем понять, сколько на филдах находится ресурсов. Вот обратимся, образно говоря, к красной стороне. Нажимаем на аэродром Калинин. Видим, что здесь провизия 10 785 килограмм. То есть, если подумать, это взлет примерно 3-4 самолетов Як-1. Потому что Як-1 пустой весит 2,5 тонны. Провизия складывается из чего? Это вес самолета, сухой вес самолета. Вот в брифинге в игре можете открыть цифры, которые там написаны. Вот сухой вес самолета. Нам нужно проснабжать аэродром Калинин, потому что чтобы наша сторона могла спокойно использовать этот аэродром как передовой. То есть летать будет ближе и скорость ударов возрастет. Откуда мы можем его повезти, эту провизию? Вот у нас есть еще один аэродром Клетин. Здесь 51 тонна провизии, уже нормально. Есть Клин, 54 тонны провизии. То есть таким образом вы можете, анализируя карту, понять, из какого аэродрома в какой вам нужно везти тот или иной ресурс. На юге нету боекомплекта, на севере нету провизии. То есть смотрите карту и принимайте решение, из какого аэродрома в какой вы повезете. Но сегодня я на примере синей стороны сделаю рейс, чтобы показать, что, почему и как. Из чего состоит вообще аэродром. На первом скриншоте вы видите ГСМ. Это все бочки на аэродроме, канистры, маленькие бочки, большие цистерны. Это все содержит ГСМ. На вот этом скриншоте отображается БК. Это боеприпасы, бомбы, ракеты. Выглядят они в виде сеточек таких замаскированных, в которых кладочками лежат боеприпасы. В этом скриншоте отображается провизия. То есть провизия на аэродроме это все то, что не вошло в класс бочек и класс сеточек с боеприпасами. Все остальное это провизия. Теперь нам нужно зайти на наш сервер. Ищем его в списке серверов. Нажимаем подключиться и ожидаем. Загрузка на сервер ориентировочно происходит за 1-2 минуты. Как мы зашли на сервер, мы прекрасно видим, что все отображение фронта ровно такое же, как на интерактивной карте. И у нас по большому счету уже все спланировано. Сейчас для примера я перевезу грузы
из одного синего аэродрома в другой. Выбираем аэродром и планируем маршрут полета. Полетим мы из Луковникова в Гжатск. Нажимаем на аэродром, и мы видим список самолетов. В этом списке самолетов, как вы видите, 3 транспортных самолета. Зачем сделано так? Каждый самолет имеет свое название. Вот видите, Ю-52, и есть в названии слово проф. Это значит, этот самолет везет провизию. Понятно. Этот самолет везет топливо. Тоже понятно. Этот самолет везет боеприпасы АМА. Также и у красной стороны. То есть мы выбираем, решили, что повезем провизию, нажали на провизию, выбираем самолет. И в настройках выбираем именно 2300 килограмм груз. И можно, в принципе, турельку взять, чтобы предупреждал стрелок. Топливо берем по желанию, окраски берем по желанию, все остальное по желанию. Главное зацепить вот этот груз. Нажимаем принять. И, собственно, все, наш полет готов. После того, как вы появились на аэродроме, нужно открыть чат и смотреть. Тут мы видим, что такой-то, такой-то, вам взлет разрешен. Вы взяли столько-то боеприпасов, столько-то топлива, столько-то провизии. Важно учитывать, что вот в эту провизию, вот этот груз, который мы взяли в багажник, не учитывается. Но когда мы его привезем на другой аэродром, он добавит вес самолета плюс этот груз. То есть 2300 килограмм плюс вес сухого самолета. В том случае, если аэродром у нас не поврежден. Если аэродром поврежден, то определенное количество провизии, привезенного в багажнике, спишется на восстановление аэродрома. Все у нас готово, полетели. Что бы я хотел заметить вообще про транспортную авиацию. Очень часто на нашем сервере я вижу, как люди взлетают и летят по прямой. То есть от точки А в точку Б по прямой. Не стесняясь ничего и никого не боясь. Очень часто такие люди перехватываются и выхватывают, так сказать, неприятные эмоции. Какой я дам совет в данной ситуации? У нас на карте самые нижние точки всегда это вода, это речки. То есть, как бы я строил маршрут, особенно тогда, когда игроков противоположной команды намного больше. Вот я бы взлетел и курсом 210-215 дошел до речки. После того, как дошел до речки, спустился бы низко-низко и пошел бы прям по речке. Вот как веду мышкой. Далее дошел бы до поворотного пункта и низенько между лесами прошел бы до речки на юге. Затем опять спустился в речку и пошел бы по речке. Таким образом я бы минимизировал возможность перехвата и сохранил бы свой самолет. Потому что если вас перехватывают и сбивают, вы одним транспортным самолетом теряете почти половину колонны ресурсов, которая отправляется с завода. Это надо понимать. То есть 3 перехваченных самолета это больше, чем целая колонна ресурсов. Имейте это в виду и летайте с умом. Однако у нас на сервере есть еще альтернативный способ снабжения аэродромов. Но он работает только в том случае, если ваш аэродром не полностью разрушен. То есть, как это работает? Каждый самолет, пустой самолет, это провизия. Баки и топливо в нем, это топливо, соответственно. Навешенные на него бомбы и ракеты, это боекомплект. То есть, таким образом, мы можем взять П2, полные баки топлива, 10 по 100, плюс самолет. Таким образом, мы привезем на аэродром, который нам нужно снабдить, и топливо, и боекомплект, и провизию. Но это работает только в том случае, если ваш аэродром не разрушен. Почему это работает так? Вот этот груз, который мы брали 2300 килограмм на тетку, он имеет свойство восстановления ангаров, строений, бочек, боекомплектов, ну всей той бутафории, что есть на аэродроме. Таким образом, если вы летите на транспортном самолете,
Вы не только пополняете аэродром свой ресурсами, но вы и восстанавливаете строение. А если вы летите на боевом самолете, то вы аэродром не восстанавливаете. И может произойти так, если вы сядете на боевом самолете с полной загрузкой на филд, который разрушен полностью, эти ресурсы у вас просто пропадут, потому что эти ресурсы с этого самолета банально некуда будет положить. Поэтому, если вы смотрите, что на аэродром вполне возможно привести боевой самолет с загрузкой, это вполне можно использовать. Транспортный самолет 50% своего груза будет тратить на восстановление разрушенных зданий. Принимайте решения сами и приятных полетов. Как подошли к аэродрому, заходим и садимся. Почему еще удобно использовать транспортный самолет? Потому что, как вы получили штраф за смерть, плен или дисконнект, на данный самолет данные штрафы не распространяются. И если вас сбили на данном самолете, на транспортном, штрафа вам также не даст. То есть, таким образом, на нашем сервере летать можно абсолютно всегда, но с определенными ограничениями. После того, как вы сели, остановились, открываем чат и наблюдаем. Сейчас нам напишет о том, что разгрузка воздушного судна началась. Ожидаем этого момента, можно выключить двигатели и ждать. Вот как мы видим, такой-то, такой-то, сел, разгрузка начата, не двигайтесь и не взлетайте. Сидим, ждем. Разгрузка идет. Нам нужно просто подождать. Разгрузка занимает ориентировочно секунд 40-60. Вот нам написало, что разгрузка завершена, вы можете взлетать. Почему пишет, что вы можете взлетать? Потому что данная команда распространяется еще для снабжения населенных пунктов. Однако вы тут можете разгрузиться и улететь обратно на аэродром вылета. Собственно, вот и все. Большое спасибо за внимание и приятных полетов.